Every breath you take sends a message to your nervous system. Каждое дыхание, которое вы делаете, оно отсылает послание вашей нервной системе. So either consciously or unconsciously, Сознательно или несознательно. you're sending information to your brain, to your body, Вы отсылаете информацию вашему мозгу, ваше тело, to your psyche. вашей психике. You know, breathing is the language of the soul. Дыхание – это язык души. And so every breath is saying something. Поэтому каждое дыхание, оно что-то говорит. So if you go through the day breathing like this, Если вы в течение дня дышите вот таким образом, you can imagine what message that sends to your system. вы можете представить, какое послание вот такое дыхание отсылает вашей нервной системе. And when you breathe like this, Когда вы дышите вот таким образом, it sends a different message to your nervous system. это посылает отличное сообщение вашей нервной системе, другое. So, for example, when you're in pain or when you're upset, Например, когда вы чувствуете боль, чувствуете грусть, when you're afraid, когда вы боитесь, you would never breathe like вы this. никогда не будете дышать таким образом. People just don't breathe like that when they're in pain or upset. Люди просто не дышат таким образом, когда они чувствуют боль или грусть. But what if you could? Но что, если бы вы смогли так? What if you could breathe exactly like that while you were afraid, while you were in pain, while you were suffering? А что, если вы бы смогли дышать в точности так, когда вы чувствуете боль, когда вы боитесь, когда вы страдаете? Is it even possible? Возможно ли это? And if you could breathe like that, could you be suffering at the same time? И если бы вы смогли дышать таким образом, смогли бы ли вы страдать одновременно с этим? Can you really be in pain and breathe like that at the same time? А смогли ли вы быть в боли и дышать таким образом одновременно? Well, if you could, Если then бы вы смогли, something would have to happen to the pain. что-то должно бы случиться с болью. When you're in pain, Когда вы чувствуете боль, when you're afraid, когда вы боитесь, and so those ways of breathing are connected to different psychological and emotional states. эти способы дыхания, они связаны с различными психологическими состояниями. So I'm exaggerating it, but Я это преувеличиваю, но so we breathe in certain ways as an exercise, мы дышим определенным образом для упражнения. in the same way you would practice scales on a piano. Так же, как вы практикуете гаммы на пианино. And once you learn those scales, И когда вы then you can уже play music. выучили эти гаммы, тогда вы можете играть музыку. So you practice certain breathing exercises, and then you can do some pretty amazing things with your breath. То есть вы практикуете определенные дыхательные упражнения, и потом вы можете делать удивительные вещи со своим дыханием. And breathing is an art, А дыхание – это искусство. or it can be. Или оно может быть искусством. Терпение. Невероятное терпение. I met someone in China who was working on one piece of art. Я встретил кого-то в Китае, кто работал над одним произведением искусства. When I met him, he'd been working on it for 50 years. Когда я с ним познакомился, он уже работал над ним 50 лет. 50 years working on this ship inside of a bottle 50 лет работал над кораблем, над созданием корабля внутри бутылки. with a magnifying glass and little tiny tools, and he's carving and scratching this big boat inside of a bottle from a tusk of an elephant. Используя лупу и вот какой-то инструмент для того, чтобы выпиливать вот этот корабль внутри бутылки, а корабль был сделан из бивня слона. And he said it was going to take him another 25 years to finish it. И он сказал, что ему потребуется еще 20 лет для того, чтобы завершить это. I never met anybody like that in America. И в Америке мне никогда никто такой не Or встречался. anywhere, for that matter. И вообще нигде никогда. And my Hubin, my teacher, Мой учитель Хубин brought me to him because of my stupidity. привел меня туда по причине моей глупости.
any answer. И я вот не хотела уехать без какого-то ответа, вот любого какого-то ответа. So he took me to meet this artist. Поэтому он меня привел к этому творческому человеку. Okay. So, what made me think of that? Что ж меня заставило об этом подумать? Я иду на семинар, чтобы как-то интегрировать это, то есть каким-то образом разрушить the старый seminar паттерн, создать новый to паттерн. destroy the old And that's pattern, one to of create a new pattern. right, and that's one of the Правильно. what I consider one of the most important benefits that I wish for everyone. И вот это то, что один из самых, это самая большая польза, которую я желаю каждому. And it is absolutely possible to do that И это абсолютно возможно сделать это in a very short time. за очень короткое время. You can create enough space and enough freedom Вы можете создать достаточно пространства, достаточно свободы, so that those things don't hold you back. что это обратно вас удерживать больше не сможет. And if you got a belly button, then you have everything you need. Если у вас есть пупок, значит у вас есть все, что вам нужно. But you have to be willing to let go. Но нужно быть способным отпустить. That's the trick. Making habits is really important. Создание привычек очень важно. Because habits are the things that are already running you. Потому что привычки это то, что у вас уже есть, на чем вы уже живете. Habits of thinking, Привычки думать, habits of feeling, привычки чувствовать, emotional habits, эмоциональные привычки, psychological habits, психологические привычки, behavioral habits, поведенческие привычки, energetic habits. энергетические привычки. And those things are running you. И это то, что вами руководит. They're controlling every aspect of your being. Контролирует каждый аспект вашего существования. And so for me, that's the only real problem Для меня вот это единственная настоящая проблема. is habits. Это привычки. And the only way to break a habit is to put another habit in its place. Единственный способ сломать привычку – это заместить ее другой So привычкой. don't even try to break a habit. Даже не пытайтесь сломать привычку. Put your energy into forming a new habit. Вложите всю свою энергию в формирование новой привычки. Let that new habit move. It fills a space where the old habit was. And the old habit just falls away. И позвольте этой новой привычке заполнить то пространство, где была старая привычка. И тогда старая привычка просто распадется. So you create breathing habits. Поэтому вы создаете дыхательные привычки. You see something beautiful, Вы видите что-то прекрасное, let it remind you to breathe. пускай это напоминает вам о дыхании. Somebody's insulting you, Кто-то вас обижает, let it remind you to breathe. пускай это напоминает вам о дыхании. Somebody says something that touches you deeply, Кто-то говорит что-то, что касается вас глубоко. you're about to start a new activity, Вы вот хотите начать новую активность, что-то сделать, you just finished doing something, вы что-то завершили, какой-то процесс. train into your system that, what I call a cleansing breath. Натренируйте вашу систему, вложите в вашу систему то, что я называю очистительное дыхание. That coming home breath. Дыхание возвращения домой. Train that into your system Пускай это будет натренировано в вашей системе. so it becomes automatic. Так, чтобы это становилось автоматическим. And then it will help you И тогда это вам поможет. when you need it. Тогда, когда вам это будет So нужно. you have to think about it and do it on purpose often enough until it becomes the habit of your system. Вам нужно начать думать об этом и делать это достаточно часто, так, чтобы это стало привычкой вашей системы. And then when you even begin to get upset, И тогда, когда вы только начинаете расстраиваться, it brings you back. это возвращает вас обратно. You start to get depressed. Вы начинаете чувствовать депрессию, And this breath comes out of nowhere и это дыхание появляется из and ниоткуда lifts you up. и поднимает вас. It's like having a helper Это как вот у вас появляется помощник, who's like always with you, который всегда с вами, a best friend лучший друг, who keeps waking you up,
который продолжает вас пробуждать, calming you down, успокаивать, helping you find your center. помогает вам найти свой центр. That's the breath. Вот это дыхание.